Ну? Все равно добьюсь того, что ты расскажешь правду. Через сколько подействует? Ты что, фильмов не смотрел? Примерно сейчас. Вытри его, то смотреть страшно. Ну? Мы внимательно слушаем. Но если вы хотите, чтобы я говорил, я буду. Для этого не обязательно меня пафосно избивать и вводить препарат, который, по вашему мнению, развяжет мне язык. Все это не больше, чем голливудское клише, которое, кстати, возникло не на пустом месте. И именно об этом я сейчас хочу рассказать. Сегодня в меню один, но очень важный миф из голливудских фильмов. С кем он разговаривает? Сыворотка правды. Препарат, о котором знает каждый из вас. Но это не тот случай, когда в этом виновата поп-культура. Совсем нет. Сыворотка правды на самом деле существует и успешно применялась с начала 20 века. Да, я почти уверен, что применяется и сейчас, кстати. Но как можно отключить возможность лгать? Предлагаю сегодня разобраться. И мы выясним, что в словосочетании «сыворотка правды» неправильно все. Начало 20 века. Беременным женщинам вводят препарат скополамин. В связке с морфином его успешно использовали как анестезию при родах. Этот коктейль работал так. Морфин частично снимает боль, а скополамин вводит человека в полубессознательное состояние. И что очень интересно, заставляет забыть сам процесс родов. Амнезия. Да, это необычно. Состояние, когда ты еще в сознании, но уже не чувствуешь боль, назвали сумеречный сон. Или «Dauerschlaf», как его называли немецкие врачи. Безболезненные роды. Неплохо звучит, особенно для того времени. Но не все так просто. В итоге оказалось, что как обезбол это работало не так хорошо. И если женщины не помнили агонию в галлюцинациях, будучи привязанной к койке, это не значит, что ее не было. Жесть. Да и с амнезией проблема, ведь некоторые со временем вспоминали тот опыт. Так что от этой практики постепенно отказались. Но не это главное. Доктор Роберт Хаус заметил, что женщина, находящаяся в сумеречном сне, внезапно ответила на вопрос, который был адресован ее мужу. И ответила правильно. Такое было далеко не один раз, и это его заинтересовало. Впоследствии, после экспериментов над тюремными заключенными, он пришел к выводу, что люди под действием этого препарата говорят только правду, ведь они физически не могут лгать. Для него это работало так. Подозреваемый слышит вопрос, а мозгу остается найти только правильный ответ и послать его через рот. Ведь воля и способность рассуждать отсутствуют. Что может быть проще? Людям это понравилось. Газеты придумали название «Сыворотка правды», и о действии этого препарата узнали все. Но, забегая вперед, из-за побочек, которые могли отвлекать человека от самих вопросов, этот препарат не сыскал славы в попытках выяснить правду. Да плевать, сколько его применяли, главное, что это работало. Ну, как сказать, доктор Хаус мог ошибочно предполагать, что они говорили правду, разве нет? Сельский врач без исследований по собственному опыту решил, что это работает. Но кому нужны исследования, когда звучит очень круто? Ты прикинь, без особой волокиты узнать правду у преступника или военнопленного со 100% гарантией. 20-й, черт возьми, если там есть слово наука, то это работает. Но ведь массово начали использовать совершенно другой препарат. Так точно, мистер доктор. В 30-х годах появляется тиопентал натрия. Барбитурат ультракороткого действия, который использовался для анестезии и выключал человека
где-то за полминуты. Барбитураты — это вообще интересная штука. Их существует большое количество и применяются для разных целей. От снотворного и успокаивающего до эвтаназии и смертельной инъекции. Но именно тиопентал натрия — хедлайнер нашей вечеринки. Именно из-за этого препарата мы увидели сыворотку правды в фильмах. Пентатал натрия. Этот концентрат более известен как сыворотка правды. Пентатал натрия, сыворотка правды, широко используемая. Да-да, его я и вколол. Поэтому я и не могу вам врать. Барбитураты часто использовались для лечения военных во время Второй мировой. Например, посттравматическое стрессовое расстройство, шок, потеря памяти. Человек сильно расслаблялся и лучше шел на контакт. Это называлось наркоанализ. Наркоанализ предназначен для пациентов с нарушениями памяти или симптомами конверсионного расстройства. У этого человека настолько тяжелая форма заикания, что он почти нем. Monday. That's right. Tuesday. Этот мужчина сломал лодыжку, и истерический невроз появился в виде слабости и тремора в левой ноге. Но, как мы видим, после процедуры мышцы расслабляются, тремор проходит, а пациенту становится проще ходить. Эффективность этого метода мы сейчас не обсуждаем, нас интересует другое. Пациент рассказывал то, чего не рассказал бы без введения препарата. Он делился правдой. Дальше больше. Полиция и спецслужбы заинтересовались этим клевым побочным эффектом и широко начали это использовать. Ну, это то, чем вы, идиоты, сейчас занимаетесь. Они накачивали этим препаратом человека, неважно, виновного или нет, и он им все рассказывал. Справедливо. Целью наркоанализа является получение информации от подозреваемого в то время, когда он находится в гипнотическом состоянии. И ответственность за результат процедуры лежит на врачах и судебных психологах. Профессиональный наркоанализ стал использоваться для раскрытия преступлений. Представьте, врач измеряет дозу, исходя из возраста, состояния здоровья и так далее. Постепенно вводит препарат, иногда его подбавляя. Людям задают наводящие вопросы, записывают на камеру или диктофон, а потом анализируют ответы. А теперь сравните это с фильмами, где просто берут, вкалывают хрен пойми какую дозу и давят на бедолагу. В реальной жизни он бы в лучшем случае отключился, а в худшем коней двинул. Так что то, что нам показывают в фильмах, не может работать в принципе. Он издевается? При чем тут фильмы? Они анализировали ответы под препаратом и сажали настоящих преступников. Они анализировали эту срань и понимали, что это нельзя использовать в суде, так как это всего лишь полуправда, смешанная с попыткой догнать розового дракона. И да будет вам известно, что сыворотка правды использовалась как доказательство в суде только в единичных случаях. Судьи в основном говорили, что это неприемлемо, неэтично, антинаучно и вообще фу. И, кстати, не без оснований. У людей, которые пропагандировали этот препарат, представление о памяти было, мягко говоря, простым. Якобы мозг записывает все, что видит и слышит, и достать это можно в неизменном виде, как папку из картотеки. Именно на этом строится вся концепция сыворотки правды. Но реальность немного сложнее, и у нас появились такие понятия, как ложные воспоминания, которые можно внедрить человеку. Да и вообще память изменчива и непостоянна. Флешку воткнуть и получить информацию из головы, к сожалению, нельзя. Вообще никак. Смотри, если человек в этом сумеречном состоянии расскажет, где лежит пистолет, и этот пистолет найдут, окей, это работает. И такие кейсы были. А если он скажет, что он убийца, то как это проверить? В общем, выяснилось, что эти сыворотки правды повышают внушаемость. Это значит, что правильные вопросы могут помочь невиновному человеку признаться в убийстве, например. Или такое дерьмовое отношение, как у тебя, вот эта вот вся агрессия, может все усугубить. И вы, федералы, хватались за каждую неточность, чтобы упечь за решетку всех подряд. Сформулировав неправильный вопрос, получив всратый ответ, теперь радуешься, что узнал правду. Ты додик, что ли? Это не так работает. Я его сейчас замочу. Да замолчи. Интересно же. Я вас сейчас двоих замочу, придурки. Психиатр Джон Макдональд еще в 1954 году выпустил разбор наркоанализа, где, по сути, все это на известном месте провертел. Там даже приводятся конкретные случаи. Например, в 1928 году один чел признался, что написал записку о выкупе жертвы, только он ее не писал. А потом нашли настоящего убийцу. Или кейс, когда 17 солдат сознались в том, что реально совершили, а еще 4 сознались в том, чего не делали.
А кто-то вообще мог выдумывать новые истории, кто-то продолжал врать, хотя говорилось, что это невозможно. Так в чем тогда ценность этого метода, если он может как и помочь, так и все усугубить? Да, это развязывало язык, но приводило к тому, что люди просто говорили много. Как я. Правду, неправду, выдумки, фантазии. Это работало совсем не так, как описывал доктор Хаус, с которого все началось. Да с чего ты все это взял? Нашел какое-то одно исследование и решил, что именно оно тебе и подходит? Люди годами использовали сыворотку, и если бы это не работало, наверное, они бы об этом знали. Что насчет ЦРУ? Во-первых, не одно, а десятки, а во-вторых, все то, что я сейчас сказал, написано в статье на сайте ЦРУ. Не. Да что за бред? У них столько секретных документов о работе с памятью и препаратами. Так в том и смысл! Даже они смогли признать свои ошибки и понять, что не существует сыворотки правды. Это понимали судьи в 20-е годы. Это понимали психологи в 50-е. Это понимают и сейчас. Это просто шпионская романтика, которая со временем только утвердила свою бесполезность. Мне, кстати, на моей памяти только в фильме «Человек-муравей» хорошо это показали. О, это сыворотка правды? Сыворотки правды не существует. Сыворотка правды? Ее не бывает. Только в итоге оказалось, что это реально работает. Такая попытка в научности провалилась. Подожди. Немного не сходится. Я видел видео, как на себе этот препарат применял телеведущий Майкл Мосли и ведущий Висоус Майкл Стивенс. И они оба не могли утаить правду от врачей. Да, это же значит, что все-таки работает. Нет, не значит. Они не хотели скрыть ничего серьезного. И сами на самом деле не верили в свою ложь. Это лишь пример единичных случаев, когда получилось. Прикол-то в том, что со времен первого применения скополамина были кейсы, когда люди сознавались и правда были виновны. Когда сознавались и не были при этом виновны. Или не сознавались, когда были. Нам просто нужно понять, что мы не знаем, как вытянуть правду из человека. Разве что во вселенной Гарри Поттера, где, как вы знаете, и магия работает. Блин, звучало логично. Ведь эти препараты угнетают центральную нервную систему и подавляют активность мозга. Как и алкоголь, кстати. Что, можно было просто тебя набухать, и ты бы сказал правду? Такое мнение есть, но мне оно кажется не совсем корректным. Ведь под действием алкоголя ты не то что врать не хочешь, ты, мне кажется, считаешь это своим долгом. С другой стороны, алкоголь — это действительно первая сыворотка правды. Есть такая очень старая латинская фраза «in vino veritas», которая означает «в вине правда». Что-то подобное встречается во многих народах, но перефразировано. Например, устами пьяного глаголит истина, или что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ну, вы знаете. Да, люди так предполагали, ведь пьяный человек действительно может ляпнуть то, чего не сделал бы никогда без алкоголя. Уменьшение запретов, отсутствие какого-то рационального мышления, но не так жестко, как от сыворотки правды. И главное это разоблачение в чем? Все эти препараты, о которых мы сегодня говорили, не сыворотки. В общем, то, что ты мне сейчас вел, не гарант успеха. И то, что Индия сейчас мировая столица наркоанализа и до сих пор использует этот метод, чести им не делает на самом деле. Человек может сказать любую чушь, а потом даже не вспомнит об этом. Тем более, насильно свидетельствовать против себя, насколько я знаю, вообще нельзя. Хотя такие показания не работают даже в судах Индии. Что ж тут говорить, чисто дополнительная мера в расследовании. И повезет, если сработает. А теперь скажи... Откуда ты все это знаешь? Ну, я не претендую на стопроцентную правду, но в описании всегда оставляю ссылки на исследования и статьи, которые читал, чтобы все смогли перепроверить и в случае чего поправить меня. Да там же все на английском. Че, не на турецком сразу? Я что, должен со словарем сидеть и искать, что это такое? Что это? Ты издеваешься? Какой словарь? Вообще-то сейчас лучший способ — это практика. Настоящее общение с людьми, которые язык знают. Я так и выучил, собственно. Просто связывался с преподавателем по видео, и мы разговаривали. Потихоньку, помаленьку, и ты дойдешь до понимания научных статей. Почему нет? Люди, которые оказываются в среде, где говорят на другом языке, начинают быстрее его изучать. Разве не правда? Да, кстати, я тоже слышал. Это сервис Flow от Яндекс.Практикума, если не путаю, да? У меня брат начал заниматься. Показывал мне, как там можно прикольно на интерактивном тренажере задания проходить. Лексика, основы грамматики, но при этом не скучно. Так реально проще усваивается английский. Да, а после этого как раз можно созвониться с преподавателями, болтать и в ходе разговора учить язык. Я не понял, это реклама сейчас? Полезная зато. Ага, да не души ты так. Реально крутая тема. Есть личный препод, который во всем поддержит, и круглосуточная образовательная поддержка. Тебя затянет, я тебе точно говорю.
Я не знаю. Да вижу я, как ты хочешь. Тем более, у тебя есть возможность выиграть Яндекс.Станцию. Надо просто пройти первое бесплатное занятие с преподавателем и первую историю в интерактивном тренажере. И ты участвуешь в розыгрыше. А если понравится, оплатишь пакет занятий и начнешь учиться. Вас тоже касается. Розыгрыш 3 Яндекс.Станций. Победителей объявим 20 ноября. Бегом в описании и переходите по моей ссылке. Буду только рад, если вы сами начнете читать исследования. И Flow в этом поможет. Да понял я. Вы, конечно, такие молодцы, этот болтает без умолку, этот ему поддакивает. Мы ради чего тут собрались вообще? Ну, что-то я говорил, что именно так это и работает. Я просто говорю ртом. Да, он говорил, кстати. Вот опять! Опять! Господи, может быть, есть какие, не знаю, препараты поэффективнее. Он сдохнет. Ну, у нас всегда есть проверенный метод получения информации. О, ребят, вы еще очень многого не знаете.